Всем привет, ребят! В прошлом видео про фрезерный станок F2 250 я показал, как проверил механическую часть и работоспособность системы смазки. Также нашел несколько неприятных сюрпризов от прошлой эксплуатации. Ну а в этом видео расскажу про понесенные станком потери. Покажу самый быстрый способ мойки и займусь его покраской. Поехали! Ничто так не радует, как подрезанные прошлой ночью провода. Не думал, что мои провода так скоро превратятся в повышенное содержание алкогольных промиллей в чьей-то крови. Ну что ж, на станке не осталось ни проводов, ни двигателей. Там, где были двигатели, я установил трехслойные древесные заглушки. Это неспроста, в этом есть некоторый смысл. Не правда ли я сделал удачный выбор цвета и текстуры материала для изготовления заглушек? Сниму-ка я двигатели, пока и они не стали потрачены. А как дела с шестерней главного привода? Шестерня немного изношена, всего лишь наполовину. Наверное, это ничего страшного, если бы я хотел угробить станок. Надеюсь, парная шестерня будет в таком же прекрасном состоянии. А вот и она, родимая. Тактильный контакт с шестерней мне подсказывает, что шпонка идет с ярмарки. Возможно, вместе с ней идет и шпоночный паз вала. Ну и замыкающий этой компании сама шестерня. Вы только посмотрите на этот изящный неравномерный износ. Теперь нам всем понятно, откуда был тот неприятный металлический звук, появляющийся с периодом 2π, умноженное на частоту вращения двигателя. Ну а теперь, друзья, прошу вас, запомните эти кадры. Это вам поможет испытать кратковременную, быстро проходящую реакцию на внезапное событие в середине этого ролика. Не волнуйтесь, в этих словах нет ничего страшного. Вы просто приятно удивитесь. Ну а сейчас просто молча посмотрим на оставленные продукты трудовой жизнедеятельности прошлых фрезеровщиков и слесарей. Думаю, будет не лишним вспомнить недобрым словом и эффективных менеджеров. Для начала я решил смыть тот отпечаток истории, что находится в подошве станка. Временно отстраняю пробку сливного отверстия бака СОЖ от ее прямых обязанностей. Также убираю большие камни. Как вы поняли, подошву станка мне удалось вымыть. Теперь перехожу выше и вытряхаю стружку из карманов, хотя это мне нужно было сделать в первую очередь. Подготавливаю закоксовавшуюся стружку к пространственному перемещению. Советская отвертка с трещоткой отлично справляется с этим делом. Ну а теперь оболью стол. Потоком воды под давлением смываю все содержимое на ворота соседского гаража. Обильно обрабатываю станок 12% щелочным раствором от блох. 3 таких пузырьков будет достаточно, чтобы отмыть эти 2 тонны чугуна. Вы только посмотрите на это. Хоть я и не первый раз пользуюсь этой химией, но каждый раз удивляюсь могуществу этой жижи перед грязью.
Но имейте в виду, радость моментально пройдет, если средство попадет на слизистую оболочку глазных яблок. Также мне не понравилось, когда средство начало разъедать эпидермис моих рук. Но в любом случае, облить щелочью легче и быстрее, чем щекотить станок бензиновой кисточкой. Ну а здесь начинается самое интересное превращение. Давайте просто молча посмотрим. Обратите свое пристальное внимание. Средство настолько сильное, что вслед за грязью может съехать и краска. Коричневая вода с крышки переключения скоростей как бы намекает нам об этом. После мойки станка необходимо испарить всю влагу с его поверхности. В этом мне помогают 8 атмосфер сжатого воздуха и электромагнитный излучатель нашей галактики. Уделяю большое внимание направляющим, так как оттуда выгнать воду труднее всего. После тщательной продувки воздухом следует смазка направляющих жидким маслом. Накачиваю масло в пресс-масленку вертикальных направляющих и немного сверху на поперечные. Двигаю стол поперек, чтобы в паре трения разбавить продукты износа жидким маслом. Вытираю и снова мажу маслом. И так со всеми направляющими. Все незакрашенные участки чугуна заботливо испачкал маслом. Разумеется, это касается только консоли со столом, потому что через какие-то пару минут все остальное я начну красить. Ну а пока посмотрю станок со всех сторон и вспомню, каким он был в начале этого видео. Ну что ж, ребят, теперь можно начинать подготавливать поверхность к покраске. Как же приятно работать с чистым станком. Боюсь даже представить, что будет после покраски. Куском твердого металла с ручкой от швабры удаляю старое покрытие до чистого чугуна. Самое легкое – это очистка плоских поверхностей. Посложнее с изогнутыми и самое сложное – внутренние углы и поднутрения. На это я потратил большую часть из тех 15 часов работы с шабером. Ну и вот итог проделанной работы. Выглядит вполне нормально. Этим пятном краски я проверил изъяны поверхности. Хорошо ли их будет видно под краской? Вот эти выемки под гайки крепления фрезерной головы оказались самыми трудными в очистке. Открутил лишнее с головы и начал заклеивать эти поверхности. Вот эти два кругляша возле шпинделя, шкалу с градусами и все остальное заклею уже завтра. С этой крышкой провозился тоже немало. Все эти штрихи были густо залиты заводской грунтовкой. Открутил все крышки и сдул воздушным пистолетом всю пыль от старой краски.
Ну а это главный электрический щит станка. Посмотрите, как он интересно на отлюбись установлен. На следующий день ожидались осадки, и по этой причине решил сгородить навес в том же стиле, что и электрощит на моем фрезерном станке. Быстро скрутил доски и накинул наверх старый натяжной потолок. Бумажной малярной лентой заклеиваю все детали и поверхности, которые я не хочу красить. С особой аккуратностью заклеиваю диски и ручки переключения скоростей. Максимально закрываю электрику тряпкой и заклеиваю внутреннюю поверхность открытых окон. Затем подрезаю лишнее канцелярским ножом. Протираю станок обезжиривателем и на этом заканчиваю подготовку фрезерного станка к покраске. Как же я хотел вывести все неровности шпаклевкой, чтобы красота после покраски получилась. Но, увы, не в этот раз. В угоду скорости запуска станка придется пожертвовать красотой его покрытия. Ну и, наконец, долгожданная покраска. Покрываю станок автомобильной грунтовкой. На один и единственный слой у меня ушла целая банка весом 1 килограмм. Заканчиваю грунтование, и пришло время показать используемые для покраски расходные материалы. Обезжириватель универсальный, 646 растворитель для промывки пистолета, грунтовка, такая краска по цене 1100 рублей за банку и растворитель к ней. RAL номер 5024. Надеюсь, цвет на станке будет смотреться так или вот так. Тщательно перемешиваю краску, разбавляю и снова перемешиваю. Закрываю крышкой и немного регулирую факел распыла. Для того, чтобы облить станок одним и единственным слоем краски, мне понадобилась половина банки весом 1 килограмм. В краску я налил немного больше растворителя, чем в грунт, и краска стала более жидкая. Возможно, поэтому и получилась такая разница в расходе. Цвет краски не оправдал моих ожиданий, все-таки надо было побольше добавить серого при колировке. Я неправильно выбрал цвет краски в цветовой системе RAL. С этой банкой краски я купил еще одну, фисташкового цвета для токарного станка, RAL 6021. Цвет для своих станков я выбирал из следующих соображений. Цвет должен хорошо отражать световой поток. Также цвет не должен быть слишком насыщенным и кричащим. Под эти требования подходят цвета пастельных тонов. Также не хочу красить все станки в один цвет. 2 зеленых и бежевый в мастерской уже есть. Теперь надо посмотреть, как поведет себя цвет этого фрезерного станка в помещении с искусственным освещением. Краска подсохла, и мне так кажется, что цвет стал немного темнее. Краска ложится отлично, поверхность глянцевая. Но так как нет шпаклевки, то и нет того визуального ощущения шикарной поверхности. Но это ладно, меня больше радует то, что станок чистый. И теперь нет того психоэмоционального давления со стороны его внешности. Теперь даже хочется его ремонтировать. Консоль со столом я не стал красить, и на это есть 3 причины. Первое, я не успел подготовить поверхность. Второе, это нужно перебрать все механизмы, которые находятся в консоли. Ну и третье, надо подумать, какой цвет выбрать для покраски консоли.